3 года мальчик по имени Итан Уокер находился в коме в одной из клиник Сиэтла. Аппараты поддерживали его дыхание и сердцебиение, но он оставался заперт между жизнью и смертью. За все это время к нему ежедневно приходил только один человек – Рэйчел Дэниелс, женщина, которая много лет назад была нанята ухаживать за ним в доме его родителей. Итан родился в обеспеченной семье. Его отец, Майкл Уокер, был владельцем крупной компании, а мать, Эмма Уокер, вела жизнь, полностью сосредоточенную на статусе и внешнем благополучии. Дом, в котором рос ребенок, был роскошным, но холодным. Родители почти не участвовали в его жизни, и все заботы с первых месяцев легли на Рэйчел. Именно она кормила Итана, укачивала его по ночам, учила делать первые шаги и была рядом в моменты, когда он болел или пугался. Со временем стало очевидно, что ребенок привязан не к родителям, а к женщине, которая фактически стала для него матерью. Это раздражало Эмму и вызывало напряжение в доме. За закрытыми дверями Рэйчел все чаще слышала разговоры, из которых следовало, что ребенок воспринимается как обуза и помеха их привычной жизни. Несчастье произошло, когда Итану было чуть больше года. Ночью его доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Официально все было оформлено как бытовой несчастный случай, однако Рэйчел знала, что произошедшее не было случайностью. Она стала единственным свидетелем того, что в доме готовилось нечто страшное, но страх и отсутствие доказательств заставили ее молчать. После трагедии родители некоторое время изображали участие, но вскоре полностью исчезли из жизни мальчика. Рэйчел уволилась и осталась рядом с Итаном, проводя дни и ночи в больничной палате. Она ухаживала за ним, читала книги, включала знакомую музыку, использовала простую сенсорную стимуляцию, несмотря на скепсис врачей. Спустя 3 года произошло едва заметное изменение. Мальчик начал реагировать. Сначала это было слабое движение пальцев, затем осознанный контакт. Понимая, что времени может не быть, Рэйчел обратилась за юридической помощью и впервые рассказала правду. В процессе она сумела добыть документы, подтверждающие, что травма ребенка была результатом заранее спланированных действий. Расследование возобновилось. Когда Итан начал приходить в сознание, его состояние позволило зафиксировать ключевые медицинские и психологические показатели, которые подтвердили версию покушения. Суд признал родителей виновными, лишил их родительских прав и приговорил к длительным срокам заключения. После этого Рэйчел официально усыновила Итана. Реабилитация была долгой и сложной, но мальчик постепенно вернулся к жизни. Он пошел в школу, начал рисовать, заводить друзей и жить обычной детской жизнью. Спустя годы Итан вырос в спокойного, доброго ребенка, окруженного заботой. Его история стала напоминанием о том, что семья – это не всегда кровь, а любовь, выбор и верность. Иногда именно тот, кто формально был никем, оказывается единственным, кто готов бороться до конца.